Во время космических путешествий мы, наверное, больше всего внимания уделяем планетам. Каких только нет среди них. Со странными способами вращения на боку типа Урана, великолепными газовыми хвостами длиной в сотни световых лет, как у BD плюс 05-4868b из созвездия Пегаса. Есть еще множество живописных и необычных миров. При осмотре некоторых из них приходит в голову сравнение с печью, криогенной камерой, газохранилищем, даже водоемом для рыборазвода. Все это вещи, которые очень важны для нормальной жизни, и когда-то, возможно, именно на них будет сделана ставка при освоении миров. Ученые предполагают, что некоторые планеты удастся использовать под определенный вид деятельности. Конечно, все это дело далекого будущего. Но уже сейчас мы можем прикинуть, какую планету к чему можно приспособить. Задача не из простых. Полетать по небу придется немало, так что не теряем времени. Надеваем скафандры и отправляемся в путь. Наверное, одной из главных фишек в будущем станет добыча природных ресурсов вне населенных планет. Тогда не придется рыть землю буквально у себя под ногами, чтобы достать из недр руду, выкачать нефть или газ. Давайте посмотрим, какие небесные тела подойдут для этого в Солнечной системе. Планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, конечно, под завязку набиты газом. В основном это водород и гелий, которые всегда пригодятся. Главное, чтобы у нас появились продвинутые технологии и доставка стала рентабельной. Тогда космические газовозы будут развозить сколько угодно топлива во все колонии людей. Остальные ресурсы следует искать на каменистых планетах. Вероятнее всего, человечество первым в будущем освоит Марс. Нельзя сказать, что он набит полезными ископаемыми, но там они, конечно, есть. Залежи, как считают ученые, появились на Красной планете во многом благодаря вулканической активности. В той или иной степени этот процесс отмечается во всем геологическом прошлом Марса. Когда вулканическая магма после выбросов попадает в подземные камеры планеты, она медленно остывает в течение многих тысяч лет, и все это время из расплава выделяются и оседают более тяжелые элементы. Это могут быть медь, хром, железо, никель, кобальт. По мере охлаждения некоторые элементы связываются друг с другом, образуя минералы, а некоторые продолжают находиться в свободном состоянии. После застывания магмы остается небольшое количество жидкой горячей воды. Ее можно назвать драгоценной жидкостью. Такая вода чаще всего содержит свинец, золото, серебро, олово, висмут, сурьму и другие элементы. Горячие растворы, обогащенные подобными элементами, проникают в трещины коры. Там они формируют гидротермальные месторождения полезных ископаемых. Некоторые из самых крупных на Земле месторождений золота, серебра, свинца, ртути, цинка, вольфрама были сформированы в результате именно таких процессов. По мнению ученых, на Красной планете есть также очень редкие и актуальные сейчас металлы. Это, например, ниобий, который используют в производстве сверхпроводников и специальных сталей. Лантан, неодим, европий нужны для телевизионных мониторов и энергоснабжающих светодиодных лампочек. На Марсе, как считают специалисты, добыть все эти ресурсы будет легче, чем на земном шаре. Гравитация на Красной планете, например, на 60% меньше нашей. Следовательно, получится применить термоядерные заряды, чтобы вскрыть залежи. Но не только металлы мы будем добывать в космосе. Не менее ценной в новой космической реальности станет вода. На Земле уже ощущается ее дефицит, а на других планетах она могла бы стать настоящей роскошью. Решить эту проблему способна одна очень далекая от нас и относительно небольшая карликовая планета. Она содержит просто невероятные запасы питьевой воды. Речь идет о Плутоне, который на 1/3 состоит из водяного льда. Это в 3 раза больше всех водных ресурсов Земли. В масштабах Вселенной миры для добычи ресурсов могут быть намного разнообразнее. Невероятные залежи железа мы можем найти на планетах, которые являются остатками обычных силикатных каменистых небесных тел. Их скалистые мантии, вероятно, сорваны безумными ударами при столкновениях с другими космическими объектами. Железные миры меньше и плотнее, чем другие типы планет аналогичной массы.
Они быстро остыли после формирования. Внутри них не идут тектонические процессы. Это невероятно тяжелые объекты. Прямо космические пушечные ядра. И даже астрономы иногда используют это сравнение. Поверхность небесных пушечных ядер совсем не похожа на то, что мы привыкли видеть на Земле. Вода и железо нестабильны в геологических масштабах времени. Так что влажные железные планеты, вероятно, покрыты озерами карбонила железа и экзотическими летучими веществами, а не водой. Таким железным характером, вероятно, обладает горячая Gliese 367b из созвездия Вела. Это почти наша соседка, поскольку находится в 30 световых годах от Земли. Из-за близости к своей звезде экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем наш мир от Солнца. Дневная температура там составляет около 1455 градусов Цельсия. Из-за жары Gliese 367b потеряла атмосферу, а также внешние силикатные слои. Ядро из железа и никеля составляет около 91% массы планеты. Общая плотность этого небесного тяжеловеса примерно вдвое больше земной. Конечно, железо очень важно для любой цивилизации. А как насчет залежей драгоценностей? Алмазы, рубины, сапфиры. На Земле любой старатель был бы счастлив отыскать хоть самую крошечную их жилу. В космосе эта мечта может стать явью, причем в гигантском масштабе. Ученые считают, что во Вселенной немало небесных тел набиты настоящими сокровищами. К такому выводу пришли астрофизики из Швейцарии и Великобритании, построившие новую модель образования экзопланет. Она учитывает внутренний состав объектов, расстояние от звезды, температуру и время формирования. На Земле драгоценные камни редкие и в основном спрятаны под поверхностью, а на экзопланетах они могут быть где угодно и в любых количествах. Все зависит от того, в какой части протопланетного диска начал формироваться объект. Если его образование происходит на существенном расстоянии от звезды, то сначала конденсируются такие элементы, как кремний, железо и магний. В результате получается планета, похожая по составу на каменистые объекты Солнечной системы. Если же небесное тело формируется рядом со звездой, в условиях намного более высоких температур конденсироваться будут другие вещества, и состав получится иной. Учитывая эти отличия, авторы работы теоретически предсказали существование особого подтипа суперземель. Они больше Земли по размеру и массе, но достаточно похожи на нее по составу и плотности. Если эти планеты образуются очень близко к звезде, то вместо железа будут содержать много кальция и алюминия. Тогда их мантия должна состоять из корунда, кристаллического оксида алюминия, разновидностями которого являются рубины и сапфиры. Ученые пока выделили 3 кандидатов на драгоценные экзопланеты. Одна из них – скалистая HD 219-134b из созвездия Кассиопея, на расстоянии 21,5 светового года от Земли. Она имеет массу в 4,5 раза, а радиус в 1,6 раза больше земных и плотность, сопоставимую с нашей планетой. HD 219-134b вращается почти вплотную к своему тусклому оранжевому карлику, совершая оборот по орбите всего за 3 дня. Близость к звезде раскаляет ее до 527 градусов Цельсия. Согласно результатам моделирования, у таких планет не должно быть ядра, как у обычных скалистых родственниц. Вследствие этого у них отсутствуют магнитные поля, по крайней мере, похожие на земное. Словом, это совсем непривычные для нас миры. Но самое главное, там можно добывать сколько угодно драгоценных пород. Эти драгоценные камни, а также другое сырье придется где-то перерабатывать. Мы привыкли, что все происходит на промышленных предприятиях в больших городах, но жители мегаполисов зачастую мечтают перенести эти заводы и фабрики куда-нибудь подальше. Хочется дышать чистым воздухом вместо смога. А представляете, как очистится экология, если вообще вынести все это за пределы Земли? Пока о таком приходится только мечтать, но в далеком будущем картина видится достаточно реальной. Наиболее грязные и энергоемкие производства можно будет разместить на других планетах. Давайте посмотрим, какие небесные тела подойдут для металлургии, одного из самых серьезных видов тяжелой промышленности.
В основном выплавка металлов происходит при мегавысоких температурах. Так доменные печи раскалены в среднем до 1650 градусов Цельсия. Хорошо бы найти планету, где не нужно подкидывать топливо в такую печь. Если небесное тело достаточно раскалено, оно само будет поддерживать жар. Есть ли нечто подобное в Солнечной системе? Самой перспективной представляется Венера. Это вторая от Солнца планета, очень горячая штучка. Она обогнала по температуре даже Меркурий, который ближе всего к звезде. Однако Венере помогает сохранять тепло мощный парниковый эффект. Он возникает, когда излучение проходит через прозрачную среду, например, стекло. Короткие волны, такие как видимый свет, легко преодолевают преграду. А более длинные волны, например, инфракрасное тепло, попадают в ловушку. Мы испытываем подобный эффект, когда в жаркий летний день наглухо закрываем окна своей машины. Точно так же свет падает на Венеру и нагревает ее поверхность. Затем планета пытается излучать тепло обратно в космос. Однако оно не может пройти сквозь толстую атмосферу из углекислого газа. Независимо от времени суток, месяца или года, температура Венеры достигает колоссальных 467 градусов. Но это средняя цифра. Исследования показали, что жара может подниматься до немыслимого показателя – около 860 градусов. Она создает фантастический сияющий ореол кислорода в атмосфере. По словам ученых, каменистая поверхность Венеры от таких температур светится, как кусок железа, вытащенный из кузнечного горна. Да, но этого недостаточно, чтобы превратить всю планету в огромную доменную печь. Скорее, Венера представляется как духовка планетарного размера, где можно запекать что угодно. Однако для нашей нынешней цели она не подойдет. Что ж, отправимся в другие звездные системы и поищем Домну среди их экзопланет. Там, похоже, есть то, что нам нужно. Мы летим к экзопланете Кельт-9b в созвездии Лебедя, примерно в 670 световых годах от Земли. Ее температура составляет около 4327 градусов, даже больше, чем надо для Домны. Этот мир жарче многих звезд и не намного прохладнее Солнца, разогретого до 5500 градусов. Двойная звезда экзопланеты еще горячее. Условный градусник основного компонента Кельт-9, белого или даже бело-голубого карлика главной последовательности, показывает 10 тысяч градусов. Неудивительно, что звезда превратила свою планету в настоящий ад. Кельт-9b настолько раскалена, что повреждает структуру химических элементов. Планета не в силах преодолеть гравитацию близкого светила и вращается вокруг своей оси. Она всегда одним и тем же полушарием повернута к звезде. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на ее дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону. Эти процессы украсили планету печь великолепным хвостом из газа. Его образует материя, испарившаяся с поверхности Кельт-9b под воздействием мощного ультрафиолетового излучения светила. Из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b также раздулась, как воздушный шар. Получился газовый гигант в 2,8 раза массивнее Юпитера, хотя в 2 раза менее плотный. Места достаточно, чтобы плавить металлы. ВАСП-121b созвездия Кормы – тоже газовый гигант, находящийся примерно в 850 световых годах от Земли. По радиусу он в 1,74 раза больше Юпитера, а по массе в 1,157 раза. Экзопланета вращается вокруг желтого карлика ВАСП-12, по массе и радиусу сопоставимого с Солнцем. А вот по температуре звезда минимум на 1000 градусов горячее нашего светила. Экзопланета выбрала себе место, можно сказать, в горячей точке раскаленной звезды. Она движется буквально бок о бок со своим светилом. Год там длится лишь 1,3 дня, поскольку ВАСП-121b облетает вокруг желтого карлика за 30 часов. То есть в 68 раз быстрее, чем Меркурий вокруг Солнца. Близкая звезда раскаляет ВАСП-121b до 2000 градусов Цельсия. Наша доменная печь будет хорошо гореть.
Но самое удивительное, что на столь экстремальной планете ученые нашли воду. А позже исследователи из Института астрономии Макса Планка провели исследование атмосферных условий на ночной стороне с помощью телескопа Хаббл. Они выяснили, что вода на экзопланете обладает совершенно невероятными свойствами. Ее круговорот также выглядит совершенно иначе, чем на Земле. Из-за высоких температур на обращенной к звезде стороне молекулы воды распадаются, иногда буквально на атомы. Эти составляющие разносятся по планете ураганными ветрами, возникающими из-за высокой разницы температур на полушариях. Планета всегда повернута к звезде одной стороной, и темная, конечно, прохладнее светлой. Когда части расщепленных жарой молекул атомов попадают на холодное полушарие, более низкие температуры восстанавливают структуру атомов водорода и кислорода. Они опять образуют водяной пар. Со временем ветры уносят их обратно на дневную сторону, и цикл повторится. Но температура на планете никогда не падает так низко, чтобы образовались водяные облака. Однако на ней есть свои облака, причем совершенно фантастические. Они образуются в основном из частиц расплавленного от жары железа, магния, хрома, ванадия. Дальше все становится еще круче. Температура на холодной стороне планеты позволяет мелким частицам расплавленных металлов конденсироваться в облака и проливаться вниз. Вот вам одно из чудес планеты – плавка металлов без всякого вмешательства человека. Это, конечно, круто, но в плане экологии хорошо бы еще решить, куда девать бытовые отходы. Можно, конечно, просто отправлять их в космос на ракетах-мусорных контейнерах, но так постепенно огромные регионы Вселенной превратятся в свалку. Более оптимальным кажется другое решение. Чтобы не захламлять космос, некоторые исследователи предлагают уже сейчас утилизировать мусор на каких-то планетах, и речь скорее идет не о каменистых небесных телах. Один из проектов предполагает загрузку мусора в разовые космические корабли и отправку их на Юпитер. Почему именно туда? Здесь важен размер и состав объекта. С древних времен известно, что по сравнению со всеми соседями по Солнечной системе Юпитер чудовищно велик. Газовый гигант в 2,47 раза превышает общую массу всех планет вместе взятых и в 317,8 раз Земли. По диаметру Юпитер вообще в 1000 раз больше нашей планеты. Он переварит столько мусора, что нами не снилось. Конечно, пока это слишком дорого, но идея многим ученым представляется интересной. Тем более, что Юпитер и сейчас великолепный уборщик. Астрономы сравнивают его с суперпылесосом Солнечной системы. Он без устали очищает пространство, притягивая своей гравитацией множество крупных астероидов и комет. Все космические камни гигант успешно переваривает в своих глубинах. Как это происходит? У Юпитера нет твердой поверхности. Он в двух словах представляет собой скрученные ветрами газы, в основном водород и гелий, а в центре предположительно находится твердое ядро. Так что мусор будет просто проваливаться сквозь слои атмосферы планеты в ее глубины, но только до определенной точки. Чем глубже, тем выше давление и температура. В конце концов, они смогут расщепить мусор на мельчайшие частицы. Если в нем была влага, она испарится где-то в процессе. Все остальное превратится в пыль и станет частью Юпитера. Интересно, что у нас уже есть подобный опыт. Когда миссия Галилео подошла к концу, аппарат отправили на Юпитер, чтобы уничтожить. Также захоронили атмосферный зонд, который должен был умереть после того, как перестал работать. Нынешний зонд Юнона постигнет та же участь, когда миссия закончится. Но это отдельные, хоть и крупные вещи для захоронения. На Земле сейчас производится около 2 миллиардов тонн мусора каждый год. Сюда входят пищевые отходы, различные упаковки, больничный мусор, покрышки, химикаты и куча всего другого. Просто горы хлама. Хотя для Юпитера все равно, что песчинки. Да, пока человечество живет только на Земле, то возможности газового гиганта как колоссального мусороперерабатывающего предприятия кажутся неисчерпаемыми. Но мы совершаем теоретическое путешествие в далекое будущее. Возможно, к тому времени число людей возрастет в геометрической прогрессии, и они расселятся по разным регионам космоса.
Что ж, подберем под мусорники еще несколько гигантов, тем более, что в небе хватает таких небесных тел. Большинство известных экзопланет газовые, и нередко размером они намного превышают Юпитер. В качестве мусорной планеты нам, вероятно, отлично подойдет газовый супергигант HD 100-546b. Он находится всего в 358 световых годах от Земли в созвездии Мухи. Давайте осмотрим этого кандидата на мусороперерабатывающий завод. Экзопланета вращается вокруг быстрой бело-голубой звезды на расстоянии 53 астрономических единиц и совершает оборот по орбите на 249,2 земных года. Радиус гиганта почти в 7 раз больше, чем у Юпитера. Эксперты подсчитали, что наиболее быстрый в истории космонавтики корабль «Аполлон-10» сумел бы облететь экзопланету за 3,25 суток. Для сравнения, обернуться вокруг Земли корабль мог за час. Ученые не сомневаются, что масса у гиганта тоже колоссальная, однако ее трудно точно подсчитать. Некоторые исследователи оценивают эту цифру в интервале от 17,5 до 30 масс Юпитера. Хотя по данным НАСА экзопланета может быть и в 752 раза массивнее нашего газового гиганта. В этом случае HD 100-546b скорее нужно считать коричневым карликом, чем планетой. И все же в НАСА пока не рассматривают такой вариант, причисляя HD 100-546b к экзопланетам. Исследователи считают, что система HD 100-546 очень молодая. Ее родительской звезде не более 10 миллионов лет. Бело-голубое светило все еще сохраняет протопланетный диск. Иными словами, вполне вероятно, что HD 100-546b не взрослое небесное тело. Это протопланета – крупный зародыш будущего небесного тела, который еще уменьшится в размерах. Но все изменения произойдут не скоро. Пока можно сделать вывод, что огромная планета сможет избавить от хлама множество объектов размером с Землю. С такими космическими предприятиями по переработке мусора жилые миры будущего будут наверняка блистать чистотой. Правда, здесь придется учесть еще один печальный, но неизбежный момент. Люди всегда останутся смертными, даже если начнут жить дольше. Так что захоронение тел наверняка станет большой проблемой. Она уже остро стоит на Земле. По некоторым прогнозам, из-за роста населения к концу нынешнего века наша планета может превратиться в одно сплошное кладбище. Считается, что каждый год уходит из жизни примерно 55 миллионов людей, то есть по количеству равное 80% нынешнего населения Англии. Посмертный квартирный вопрос особенно трудно решать в мегаполисах. Предлагаются разные варианты. К примеру, могилы-сэндвичи, в которых старые трупы закапывают поглубже, а на них погребают новые. По словам доктора Джули Раг из исследовательской группы кладбища Йоркского университета, если перевернуть такие кладбища вверх дном, то они окажутся похожи на панораму огромного города. Кремация тоже одно из решений, но далеко не идеальное. Один из главных недостатков в том, что при сжигании тел образуется огромное количество вредных веществ. Подсчитано, что только кремация зубных пломб приносит 15% ядовитых выбросов ртути. Избежать всего этого поможет отправка погребальных ракет в космос, и уже сейчас звучат подобные предложения. Только пока идею осуществить вряд ли удастся из-за сложности исполнения и дороговизны. Это дело будущего. А когда станет возможной специализация планет, все окажется еще интереснее. Целые небесные тела можно отвести под погосты. Где это можно сделать в нашем космическом доме Солнечной системе? Есть один неплохой вариант. Почему бы для этого не выделить карликовую планету Церера? Это крупнейший объект в поясе астероидов, хотя и самая маленькая из карликовых планет у нашей звезды. Ее площадь составляет 2370 километров, что соответствует примерно 2% земной суши и сопоставимо с территорией Аргентины. Да, не так уж много для планеты, даже карликовой, но кладбище, согласитесь, все же получится грандиозное. Вы наверняка спросите, почему именно Церера? У нее удачное местоположение. До Земли по космическим меркам не так уж далеко.
3,64 астрономических единицы, а от Марса, который к тому времени наверняка будет заселен, до карликовой планеты вообще рукой подать. Поверхность Цереры тоже подходящая. Там не нужно раскапывать под могилы каменистый грунт. Все уже приготовила природа. Исследователи говорят, что карликовая планета покрыта многочисленными, в основном ударными кратерами. Их как раз и можно будет использовать под захоронение. Эти кратеры довольно велики. Крупнейшая геологическая структура и ударный кратер на Церере – Кер-1. Диаметр гигантской ямы равен примерно 284 километрам, то есть 30% диаметра Цереры. А наибольшая глубина кратера составляет около 5 километров. Для своего размера Кер-1 на удивление плоский. У него отсутствует характерный для больших кратеров центральный пик. Вероятно, он был уничтожен более поздним ударом, создавшим еще один дополнительный 15-километровый кратер в центре Кер-1. Если же выбрать кремирование, то для этой цели отлично подойдут горячие Юпитеры. Так называют планеты с массой приблизительно как у гиганта Солнечной системы и больше. Только в отличие от нашего Юпитера, эти планеты находятся буквально вплотную к своим звездам, на порядок ближе, чем Меркурий к Солнцу. И, конечно, они раскалены до адских температур. Благодаря космическому телескопу ТЭСС международная команда астрономов обнаружила 9 ранее неизвестных огромных планет. Одна из них почти в 4 раза массивнее Юпитера. Все объекты представляют собой горячие газовые гиганты. Их периоды оборота вокруг звезд составляют менее 8 дней, а температуры поверхности лежат в диапазоне от 730 до 1500 градусов. Эти горячие новички достигают от 0,55 до 3,88 массы Юпитера. Самый крупный из них диаметром в 1,65 раз больше газового гиганта Солнечной системы. Да, можно сказать, готовая цепь крематориев. Остается только до них долететь. Еще обязательно понадобятся тюрьмы, ведь вряд ли в будущем совсем исчезнут преступники. Какие объекты годятся на эту роль? Тюрьмой, на первый взгляд, может стать любая свободная планета с подходящими для жизни условиями. Преступники в любом случае окажутся там изолированными от общества. В реальности все может оказаться не так просто, ведь нарушителей закона предстоит как следует охранять. Если заключенные изобретали множество самых изощренных способов побегов на Земле, то займутся этим и на планете тюрьме. Сейчас трудно сказать, какое из небесных тел лучше позволит предотвратить эксцессы, но попробуем вместе прояснить данный вопрос. Возможно, хорошим вариантом окажется Меркурий. Планета в среднем находится на расстоянии 58 миллионов километров, или 0,4 астрономической единицы от Солнца. Его орбита наиболее вытянута по сравнению с каменистыми соседками. В ближайшей точке расстояние между Меркурием и звездой составляет 4 миллиона километров, а в наиболее отдаленной – 70 миллионов километров. Благодаря этой особенности на Меркурии существует нечто подобное временам года, но только двум – зиме и лету. Адская жара и безумный холод, причем без мягких переходов, вот чем отличается Меркурий. Летом, когда планета приближается к Солнцу, ее дневная сторона может раскаляться до 465 градусов. Но сутки у нее очень длинные, и за день планета значительно удаляется от звезды, замерзая ночью до минус 184. Во многом это происходит из-за отсутствия атмосферы, которая сохраняла бы тепло и защищала Меркурий от избытка солнечных лучей. Тем не менее, автоматическая межпланетная станция Messenger НАСА заметила в том мире нечто удивительное – глыбы водяного льда на поверхности. На его полюсах климат стабильный и даже могут быть ледяные шапки, где сносные условия. Да и солнечной энергии в небе хоть отбавляй. Даже есть зонтик – магнитное поле, которое защитит от смертельного излучения. Но этот щит совсем мизерный. Магнитное поле Меркурия равно всего 1% земного. Хотя в нашем случае более важно другое. Зонд Messenger заметил, что некоторые части планеты похожи на швейцарский сыр. Дырочки в нем – уникальные подземные лавовые трубы. Их архитекторами выступают вулканы, которые раньше были активны на планете.
Извержения выбрасывали расплавленную породу на поверхность и заливали ее потоками лавы. Сначала эта лава несколько на каком-то участке затвердевала, но в конце концов вытекала из него. На ее месте оставалась гладкая пещера. Подобные образования называют лавовыми трубками, и внутри них можно было бы обустроить хорошо охраняемые колонии для нарушителей закона. Если посмотреть на экзопланеты, то лавовые трубки в такой дали при современном развитии технологий обнаружить невозможно. Однако астрономы уже смогли увидеть в небе то, что создает подобные конструкции – яркие и горячие лавовые миры. В пример можно привести LHS 3844b из созвездия Инда, которое находится в 48 световых годах от Земли. Астрофизики считают, что на экзопланете вовсю бушуют вулканы. У этого мира, похоже, нет атмосферы, поскольку он постоянно обращен одной стороной к своей близкой звезде. Так что на LHS 3844b нас ждут жуткие температурные качели. Ее дневная сторона раскалена примерно до 800 градусов, а ночная заморожена до 250. Резкий температурный контраст предположительно влияет на потоки вещества внутри планеты. На одной стороне он, вероятно, только нисходящий, на другом полушарии наоборот. Это может свидетельствовать о невероятной тектонической активности LHS 3844b. С той стороны, где материал из недр планеты поднимается вверх, в небо будут бить струями раскаленной породы множество вулканов. Конечно, вряд ли эта планета подойдет под тюрьму даже для самых ужасных преступников. Тогда зачем мы о ней говорим? Раз существуют подобные вулканические миры, то наверняка есть и те, где уже потухли все огнедышащие горы. Возможно, там образовались лавовые трубки, что позволит приспособить под тюрьмы эти небесные тела. Словом, специализированные планеты помогут человечеству решить практически все неприятные вопросы. Но в чужие миры можно не только сбросить негатив. Многие из экзопланет прекрасно подходят для того, чтобы круто провести свободное время, отдохнуть от дел. Какие из них так и просятся в популярные курорты? Если мы посмотрим на планеты Солнечной системы, то кажется, что подходящих объектов здесь нет. Венера и Меркурий безумно раскалены. Там не получить красивого загара. Можно только сгореть. Причем в буквальном смысле слова. Юпитер и Сатурн – просто шары из газа, где санаторий или дом отдыха не разместить. В свою очередь Уран и Нептун насквозь проморожены низкими температурами. Или нет? Давайте отправимся к ледяным гигантам Солнечной системы и посмотрим, нельзя ли их как-то приспособить для отдыха. Уран порадует интересной сине-зеленой расцветкой и оригинальным передвижением на боку из-за уникального наклона орбиты. Это любого может заинтересовать. Какие сюрпризы еще скрывает странная планета? Подлетим поближе и, возможно, пожалеем о своем решении. В нос ударит ужасный запах тухлых яиц из-за наличия сероводорода в атмосфере небесного тела. Вонь будет преследовать нас везде на Уране. Да, об отдыхе в таком месте не может быть и речи. Тем более, что его атмосфера заморожена до минус 224 градусов. Это самая холодная планета в Солнечной системе. Посмотрим, как обстоят дела с другим нашим ледяным гигантом. Ярко-синий, с лазурным оттенком Нептун, внешне не менее красив, чем Уран. Его мантия точно так же состоит из водяного, аммиачного и метанового льда, а внутри находится каменно-ледяное ядро. В то же время Нептун во многом отличается от Урана. Снаружи планета не покрыта льдами. Ближе к ее поверхности давление повышается, атмосфера становится плотнее, а затем превращается в тяжелый туман из метана, аммиака и воды. Огромное давление предположительно приводит к распаду метана на углерод и водород. После этого углерод с прессованной атмосферой способен образовать алмазы. Некоторые исследователи даже высказали мнение, что на Нептуне идут алмазные дожди. Если это когда-нибудь подтвердится, то планета окажется в полном смысле слова драгоценным местом для отдыха. Правда, в отличие от алмазных дождей, экстремальные бури на Нептуне уже доказанный факт. Voyager 2 обнаружил в южном полушарии
самый сильный ураган из зафиксированных в Солнечной системе. Ветер в нем был закручен против часовой стрелки и дул силой 2100 км в час. На Земле так быстро летают только сверхзвуковые самолеты. Да, неподходящее место для курортной инфраструктуры. И все же не будем сдаваться. Поищем нужные условия где-то в более глубоких слоях планеты. Удача может нам улыбнуться. Ученые предположили, что под холодными ледяными облаками Нептуна находится океан теплой воды, которая ближе к ядру становится очень горячей. Она не выкипает, поскольку невероятно высокое давление удерживает ее запертой внутри. Пока это лишь теория. Если она подтвердится, то морской курорт внутри Нептуна может оказаться очень привлекательным. Его теоретически можно разместить в той области, где температура океана будет благоприятной для людей. Если посмотрим за пределы Солнечной системы, в созвездии Девы также есть перспективный курорт – Рос-128b. Он находится относительно близко к Земле, на расстоянии 11 световых лет. Экзопланета вращается вокруг тусклого прохладного красного карлика Рос-128. Звезда обладает покладистым нравом и не балуется выбросами энергии, как многие другие красные карлики. Астрономы не зафиксировали ни единой ее вспышки. Сама планета на 40% тяжелее Земли, а ее радиус на 60% больше. Гравитация Рос-128b всего на 12% сильнее, чем у нас. Что касается температуры, то существует несколько ее оценок. От минус 60 до плюс 21 градуса. Более или менее такие показатели можно сопоставить с земными. На основе этих данных астрономы сделали вывод, что Рос-128b во всем умеренная и, может, комфортная для людей экзопланета. Правда, большинство моделей показывают, что она всегда повернута к звезде одной стороной. Это портит картину. Ведь тогда одно полушарие экзопланеты раскалено как ад, а другое заморожено. Однако достаточно круглая орбита объекта может означать, что он хотя бы частично поворачивается вокруг своей оси. В таком случае на Рос-128b существуют дни и ночи, а также более мягкий климат. Это повышает привлекательность для нас далекого мира. Но есть ли у него атмосфера и гидросфера? По крайней мере, о втором говорит плотность объекта, которую вычислили астрономы. На экзопланете может плескаться огромный океан, на берегу которого приятно провести отпуск. Каков облик экзопланеты на самом деле, покажут ее дальнейшие исследования. Пока ученые разбираются, мы переместимся чуть дальше, на расстоянии 12,5 световых лет от Земли, и погрузимся в царство вечных сумерек звезды Тигарден из созвездия Овна. Это самое темное из всех светил, известных астрономам, и очень маленькое. Радиус Тигардена почти в 10 раз меньше, чем Солнце, а масса составляет примерно 9% солнечной. Отличное место для тех, кто в свободное время предпочитает помечтать в сумерках. Великий писатель Гёте вообще считал, что люди предпочитают сумерки ясному дню, так что звездная система очень привлекательна как курорт, который можно разместить на одной из двух ее экзопланет. Для нас интереснее внутреннее – Тигарден-B. Если вы мечтали увидеть двойника Земли, то есть вероятность, что ваше желание сбудется. Астрономы составили специальный индекс подобия чужих миров нашей планете, и показатель Тигарден-B достигает 97%. Правда, экзопланета расположена на расстоянии 0,025 астрономической единицы от звезды, намного ближе к своему красному карлику, чем Земля к Солнцу. Но чем же она тогда похожа на Землю? Такие черты у далекого мира есть. Следуя практически по круговой орбите, Тигарден-B постоянно находится в обитаемой зоне своей звезды, как и наша планета. Ее масса и радиус отличаются от земных на ничтожную цифру – 0,01%. Это означает, что сила тяжести в обоих мирах тоже очень близка. Средняя температура на Тигарден-B составляет 28 градусов. Очень комфортные условия для курорта. К тому же при такой погоде на планете может плескаться целый океан жидкой воды. Хотели бы вы отдохнуть на подобном курорте? Если да, учтите,
что меньше чем на год лететь туда вряд ли стоит. 5 дней для полного оборота вокруг светила, и в том мире можно перелистнуть год на календаре. Впрочем, кто-то захочет провести на внеземном курорте даже не такой короткий отпуск, а уикенд. Астрономам известны объекты, которые просто идеально для этого подойдут. Вы мечтаете посетить в выходные драгоценную планету вечного праздника? Добро пожаловать! Это 55 Рака И, известная как Янсен. Планета представляет собой суперземлю, которая вращается на расстоянии 40 световых лет от нас. Она расположена очень близко к родительской звезде и совершает полный оборот по орбите менее чем за 18 часов. Иными словами, там каждый день можно праздновать Новый год, и вдобавок в сказочных условиях. Как иначе можно назвать праздничный карнавал прямо на алмазах? Ученые предполагают, что на Янсене это возможно. Экзопланета в 2 раза больше Земли, но почти в 9 раз тяжелее. Это дало повод астрономам НАСА предположить, что суперземля может состоять из углерода под высоким давлением в форме графита и алмаза. Даже подсчитана возможная стоимость космической драгоценности. Ценник в 384 квадриллиона раз превышает весь валовый внутренний продукт или ВВП Земли. Но освоить планету Алмаз нам, скорее всего, удастся очень нескоро. Для этого нужно придумать такой себе мега-жаростойкий отель. Он должен выдерживать невероятную температуру Янсена, которая достигает 2300 градусов. Так что любителям алмазов и вечного Нового года придется подождать. А как насчет уикенда среди крутых космических пейзажей, таких как в любимых фантастических сериалах? Незабываемые впечатления подарят выходные на планете типа Татуина из «Звездных войн». Ученые так и называют подобные объекты Татуинами, и уже нашли в космосе несколько из них. Любимые всеми «Звездные войны» станут реальностью в системе 2 светил. Кеплер-16 из созвездия Лебедя в 200 световых годах от нас. У звезд есть свой Татуин. Экзопланета Кеплер-16b, массой примерно Сатурн. Она за 229 дней совершает оборот по орбите 2 звезд, которые немного уступают по размеру нашему Солнцу, а светила кружат вокруг друг друга по эксцентрической орбите. Эти 3 партнеров устраивают в небе уникальное представление. 2 танцующие в паре звезды периодически затмевают друг друга. Еще более картину оживляют небольшой пируэт планеты, которая вращается вокруг своих солнц. Палитра красок небесного трио тоже впечатляет. Звезда покрупнее более оранжевая, чем Солнце, а маленькая очень красная. Экзопланета тоже добавляет в эту картину цветов. Температура на ней меняется от минус 70 до плюс 100 градусов. Астрономы предполагают, что из-за эксцентрических орбит обоих светил рассветы и закаты на планете будут удивительными. Иногда первой, вероятно, заходит красная звезда, иногда оранжевая. Порой они заходят одновременно. Тогда возникают 2 тени одного объекта, ведь звезды находятся в небе под разными углами. А днем они одна за другой поднимаются в небо. И тогда, как бонус к необычным пейзажам, посетители, вероятно, смогут получить фантастический загар. Для нас, космических путешественников, в этот раз тоже будет свой особый бонус. Некоторые планеты мы приспособим под такие себе круизные лайнеры. Кандидатов для этого теоретически хватает. Речь идет о планетах-изгоях, которые не привязаны к звездам и свободно плавают по небу. Сразу несколько команд астрономов недавно опубликовали результаты исследований таких объектов. Ученые выяснили, что планеты-изгои могут быть в 6 раз более распространены, чем те, что вращаются вокруг звезд, и в 20 раз, чем сами светила. До недавнего времени это было только теоретическими расчетами. Однако сейчас астрономы уже находят таких бродяг. Некоторые из них представляют собой совершенно удивительные небесные тела. Давайте совершим круиз на одном из них, похожем на торт. Для этого отправимся в туманность Киля на расстояние в 7500 световых лет от Земли. Там свободно путешествует по небу экзопланета-изгой Симп 0136 плюс 0933. Ей не указ ни одна звезда. Это вольная птица, которая летит себе куда хочет. Активная планета быстро вращается вокруг своей оси. День на ней длится всего 2,4 часа.
И еще ученые называют ее самым ярким свободно плавающим объектом планетарной массы, видимый в северном полушарии. К тому же он находится далеко от звезд, способных запутать наблюдение. Благодаря этому бродягу удалось напрямую сфотографировать с помощью телескопов. Дальнейшие наблюдения показали, что атмосфера экзопланеты очень странная и состоит из нескольких слоев, подобно торту. Они отличаются колебаниями в инфракрасной области электромагнитного спектра, которые мы воспринимаем как тепло. Что вызывает эти изменения, пока неизвестно, а вот природу волн удалось определить. Ученые пришли к выводу, что первый кластер длин волн поступил из низкого слоя железных облаков, второй исходит из более высоких облаков из форстерита, магниевого минерала, и эти слои, вероятно, неоднородны. Есть еще третий кластер длин волн. Он, скорее всего, послан из горячих точек или раскаленных карманов атмосферы, которые могут возникать из радиополярных сияний. Они напоминают чудесные авроры Земли, только находятся в радиодиапазоне. Если нет желания путешествовать на таком непривычном лайнере, можно подыскать что-то более традиционное или даже совсем знакомое, почти родное. Землю плюс. Ее астрономы обнаружили с помощью гравитационного микролинзирования, когда планета-изгой пролетала на фоне звезды ТИК 107-150-013. Светило находится на расстоянии 10416 световых лет от нас. Оно огромное, радиусом почти в 13 раз больше Солнца. Астрономы наблюдали за звездой в общей сложности 107 минут, и за это время в поле их зрения попала планета-изгой. Небесная скиталица исказила свет звезды, благодаря чему удалось ее засечь. Однако она не находится в системе этого светила и гравитационно не связана ни с одной из звезд, потому может перемещаться куда угодно. Трудно определить характеристики изгоя и даже прикинуть расстояние до него. Есть наметки на то, что незнакомец находится в пределах 3500 световых лет от нас. В этом случае его масса примерно равна земной. Планеты-лайнеры в будущем смогут прокатить путешественников по красочным туманностям вблизи необычных звезд, а главное – удивительных планет. Ученые предполагают, что последних во Вселенной 100 тысяч триллионов миллиардов. Мы воспринимаем это как практически бесконечное число. Правда, пока нам известно только около 6000 экзопланет, но астрономы ежегодно присоединяют к их числу все новые находки. Большинство из них по мере освоения космоса можно будет приспособить к делу. Почему бы там, где особенно удобный и чистый обзор неба, не создать планету-обсерваторию, а в другом месте с идеальным балансом температуры и осадков – планету-теплицу для выращивания сельскохозяйственных культур круглый год? Какие еще, по вашему мнению, могут быть специализированные планеты? Пишите в комментариях. Нам очень важно ваше мнение, ведь мы и дальше будем вместе путешествовать по самым интересным мирам.